Она появилась на экране всего один раз, и этого оказалось достаточно, чтобы ее имя запомнили на десятилетия. Один музыкальный клип, один танец и одна улыбка превратили девушку из города Ахмедабад в икону целой эпохи. Для миллионов зрителей она стала просто Каанта Лага Горл, символом свободы, энергии и красоты. Но за этим образом скрывалась жизнь, о которой публика почти ничего не знала. Жизнь, полная борьбы, любви, боли и тайн, которые не исчезли даже после ее смерти. Шефали родилась 15 декабря 1982 года в индийском штате Гуджарат. Она выросла в обычной семье и получила образование в области компьютерных технологий, но судьба распорядилась иначе. В 2002 году ей предложили сняться в музыкальном клипе Каанта Лага, и это предложение навсегда изменило ее жизнь. Видео стало вирусным, за считанные недели она проснулась знаменитой. Ее харизма, стиль и танец сделали ее новым лицом индийской поп-культуры. Слава открыла двери в телевизионные шоу, рекламные кампании и музыкальные проекты, но вместе с ней пришло и давление. Каждый шаг обсуждался в прессе, каждое решение анализировалось, и от нее требовали быть идеальной. В 2004 году Шефали вышла замуж за музыканта Хармита Сингха из популярного дуэта Made Brothers. Их брак казался счастливым только на фотографиях. Позже актриса призналась, что столкнулась с психологическим насилием. Эти годы стали одним из самых тяжелых периодов ее жизни. В 2009 году она решилась на развод, шаг, который назвала началом свободы. После разрыва Шефали сосредоточилась на себе, восстановила силы и снова начала строить карьеру. На съемках одного из проектов она познакомилась с актером Парагом Тайги. Их отношения развивались спокойно и осознанно, и в 2014 году они поженились. Параг стал для нее надежной опорой и поддержкой, особенно когда обострялась хроническая болезнь – эпилепсия. Первые приступы начались, когда Шефали было около 15 лет. Стресс, недосыпание или переутомление могли спровоцировать их в любой момент. Но она не позволила диагнозу разрушить свою жизнь. Актриса принимала лекарства, строго следила за режимом и продолжала работать. Она снова вернулась на телевидение, участвовала в популярных шоу на Ахбылие и Big Boss 13, снималась в клипах и телепроектах. Но вместе с успехом пришел и новый страх – страх исчезнуть. В интервью она призналась: «Я не боюсь старости. Я боюсь того дня, когда публика забудет обо мне». Это чувство толкало ее делать все возможное, чтобы оставаться молодой и востребованной. Она начала регулярно проходить косметические процедуры, капельницы с витаминами, инъекции глутатиона, антивозрастные препараты. Для нее это стало частью профессиональной необходимости в мире, где внешний вид решает слишком многое. 27 июня 2025 года начался для нее как обычный день. Шефали соблюдала религиозный пост, не ела и не пила почти сутки. Несмотря на это, она приняла лекарство от эпилепсии и сделала привычную антивозрастную инъекцию. По словам близких, вечером ей поставили капельницу с витамином С. Спустя несколько часов ее состояние резко ухудшилось, давление стало стремительно падать. Муж вызвал скорую помощь, но к моменту прибытия врачей она была без сознания. В больнице Белвью ее объявили мертвой при поступлении. Официальная причина – сердечный приступ. Но врачи не исключили, что сочетание поста, медикаментов и процедур могло вызвать смертельный сбой в организме. Полиция сразу начала расследование. Дом в районе Ашевара тщательно осмотрели, изъяли препараты, записи с камер наблюдения и медицинскую документацию. Были допрошены 14 человек, включая членов семьи и персонал. Аутопсию провела команда из 5 судебно-медицинских экспертов, но итоговую причину смерти они не назвали, оставив ее зарезервированной до окончания химического анализа. СМИ выдвинули несколько версий: аллергическая реакция, передозировка, неправильное проведение процедуры или осложнение на фоне хронической болезни.
Однако следов насильственных действий не нашли. Несмотря на это, общественность продолжала сомневаться, слишком много вопросов оставалось без ответа. Новость о смерти Шефали потрясла страну. Социальные сети заполнили тысячи сообщений от фанатов и звезд. Коллеги вспоминали, как всего за несколько дней до трагедии она казалась уставшей и задумчивой, но строила планы и говорила о новых проектах. Ее муж Параг говорил на похоронах тихо: «Она была моим миром». И этот мир ушел вместе с ней. Поклонники приносили цветы к ее дому, включали старые клипы и писали, как ее творчество повлияло на их жизнь. Но вместе с этим росло и недовольство. Люди требовали прозрачного расследования и публикации полного отчета вскрытия. Сегодня имя Шефали – это не просто воспоминание о начале 2000-х. Это символ всей индустрии, где блеск софитов скрывает тени, а стремление к совершенству может стоить жизни. Она показала, что за улыбкой звезды может скрываться борьба, усталость и страх. Что даже сильные и успешные люди нуждаются в поддержке. Ее смерть стала поводом для серьезных обсуждений о рисках косметических процедур, о давлении индустрии, о важности заботы о здоровье. Многие артисты признались, что история Шефали заставила их пересмотреть отношение к собственному телу и карьере. Она ушла из жизни в 42 года, слишком рано, чтобы мир успел с ней проститься. Но ее наследие живет в сердцах миллионов. Каждый раз, когда звучит мелодия Каанта Лага, люди вспоминают не просто танцовщицу из клипа, а женщину, которая боролась, любила, страдала и до последнего дня оставалась собой. История Шефали – это не просто воспоминание о звезде, которую мы потеряли. Это зеркало для каждого из нас. Мы все иногда гонимся за признанием, забывая о том, что важно внутри. Мы стремимся быть идеальными в глазах других и не замечаем, как теряем себя. Если вы досмотрели это видео до конца, вспомните о тех, кто рядом. Скажите им, что они ценны не за успехи и не за внешность, а просто потому, что они есть. Поделитесь этим видео, если считаете, что такие истории должны звучать чаще, не ради лайков, а ради того, чтобы кто-то однажды сделал шаг назад и выбрал жизнь вместо гонки за идеалом. Берегите себя и друг друга. Потому что настоящая сила не в том, чтобы быть безупречным, а в том, чтобы оставаться человеком.